Добро пожаловать на канал. Наткнулся на видео из канала, который никогда раньше не посещал. К тому же заголовок оказался интригующим. Речь шла о, по мнению автора видео, самой сложной задаче ЕГЭ 2020 года. Задание 19, математика, профильный уровень. Говоря откровенно, мне эта ссылка ни о чем не говорит, задание ЕГЭ никогда не видел, как он устроен тоже не знаю, но задача сформулирована и состоит в следующем. На доске написано несколько натуральных чисел, среди которых нет одинаковых. Их разбили на три группы, в каждой из которых оказалось хотя бы одно число. Каждому числу из первой группы приписали справа цифру 1, каждому числу из второй группы приписали, надо полагать также справа, цифру 8, а числа третьей группы оставили без изменений. Задаются три вопроса. Вопрос А. Может ли сумма получившихся чисел быть в 4 раза больше суммы изначальных? Вопрос Б. Тоже с числом 16 вместо 4. Вопрос В. Какое наибольшее количество чисел можно написать на доске, чтобы сумма получившихся чисел была в 11 раз больше суммы изначальных? Я согласен с автором упомянутого видео в том, что задача могла быть и посложнее, поэтому давайте ее действительно усложним. Условия оставим без изменения, а вопросы заменим на следующие. Пусть R – отношение суммы получившихся чисел к сумме изначальных. Вопрос А. Указать наибольшее, возможно дробное, значение R. При каком общем количестве чисел оно достигается. Вопрос Б. Для каждого натурального k, не превосходящего R максимальное, найти при каких общих количествах чисел отношение R может быть не меньше k. Сразу замечу, что это не совсем то, о чем говорится в исходной задаче. Поскольку в исходной задаче отношения сумм должны быть точными, а здесь у нас больше или равно. Но к точным отношениям мы обязательно вернемся, а пока рассмотрим задачу так, как она поставлена. Итак, группа G1. К каждому числу дописывается единица, количество чисел P, сумма изначальная А, сумма после дописывания цифр А'. В группе G2 к каждому числу дописывается по восьмерке, количество чисел Q, сумма изначальная B, сумма после дописывания цифр B'. Наконец, в группе G3 мы ничего не дописываем, количество чисел T, сумма изначальная C, сумма полученная C'. Добавим столбец всего, содержащий общие числа. Общее количество чисел n, общая сумма изначальная s, общая сумма полученная s'. Пусть r – отношение общей суммы полученной к общей сумме изначальной. Наша цель – найти удобное выражение для r через элементы таблицы. Выпишем все элементы группы G1, числа от A1 до A5. Сумму чисел этой группы мы обозначили буквой А, и эта сумма равна А1 плюс А2 плюс и так далее, плюс АП. Дописать единицу – это все равно, что дописать 0 и к полученному числу прибавить 1. В свою очередь, дописать 0 – это все равно, что умножить на 10. Таким образом, после дописывания единицы к числу А1 мы получаем число А1', равное 10А1 плюс 1. Аналогично А2 превращается в число А2', равное 10А2 плюс 1. Так продолжаем до последнего числа АП. И складываем все равенства. В левой части получаем сумму всех новых значений чисел, то есть А'. Посмотрим, что получается справа. Общий множитель 10 выносим за скобку, в которой получаем изначальную сумму чисел А. Остаются P единиц, которые в сумме дают P. Таким образом получаем А' равно 10А плюс P. В случае группы G2 вместо единиц присутствуют восьмерки. Таким образом получаем B' равно 10B плюс 8Q. Сакральная группа G3 не подлежит изменению, поэтому C' равно C. Угадайте, каким будет следующий шаг? Ну конечно, складываем равенство для A', B' и C'. В правой части полученного равенства очень хочется вынести 10 за скобку, но мешает третье слагаемое, не содержащее коэффициента 10. Так давайте превратим желаемое в действительное, для чего прибавим и вычтем 9c. Теперь c плюс 9c дает в сумме 10c, что позволяет 10 вынести за скобку.
Выражение в скобке – это, конечно же, изначально общая сумма S. Выражение в левой части равенства – это полученная общая сумма S'. Получаем равенство, в котором последние три слагаемых предвосхищение грядущих событий я объединил в одно. Подставим полученное значение S' в выражение для R. В полученной дроби мы почленно делим числитель на знаменатель. Первое слагаемое определение дает константу 10, с ней все ясно. Зато второе слагаемое дает нечто поинтереснее. Обозначим эту дробь буквой U. Запишем наверху, чтобы не потерять из виду. U равно P плюс 8Q минус 9C большое, деленное на S. R равно 10 плюс U. И переходим к следующему шагу. Пусть общее количество чисел, число n, задано. Посмотрим, какое наибольшее значение при этом может принимать отношение R. Очевидно, это произойдет при максимальном значении числа U. Рассмотрим выражение для U сначала интуитивно, ибо интуиция, хотя иногда и подводит, пользы от нее все же гораздо больше, чем вреда. Конечно, интуиция не избавляет от необходимости строгого доказательства, но об этом несколько позже. Мы видим, что сумма чисел группы G3, обозначенная буквой C большое, присутствует в числителе с отрицательным коэффициентом, что, конечно же, препятствует увеличению U. Отсюда возникает желание довести эту сумму до минимума, то есть сделать равной единице, что возможно в случае, когда группа G3 состоит из одного элемента, равного единице. Далее обратимся к первым двум слагаемым числителя P плюс 8Q. Понятно, что увеличение Q больше влияет на увеличение дроби, чем увеличение P. Вспомним, что P и Q – это количество элементов групп G1 и G2 соответственно. Отсюда возникает второе желание – увеличить группу G2 за счет уменьшения группы G1. При этом для наибольшей эффективности группа G1 должна состоять из одного числа. Таким образом, переходим к следующей, пока что гипотезе. Утверждение 1. Наибольшее значение U, а следовательно и R, при заданном общем количестве чисел n достигается, если группы G1 и G3 одноэлементные, причем G3 содержит единицу. Метод доказательства состоит в следующем. Берем n произвольных различных натуральных чисел и разбиваем их произвольным образом на три непустые группы G1, G2 и G3. Покажем, что если условие утверждения не выполнено, значение U можно улучшить, сохранив числа различными с их общим количеством равным n. Прежде чем смотреть дальше, попробуйте доказать самостоятельно. Числитель дроби в выражении для U обозначим буквой D. Тогда U равно D, деленному на S. Пусть C1 наименьшее число группы G3. Если группа G3 содержит другие элементы, то есть T больше единицы, переносим ее остальные элементы в какую-нибудь другую группу, например, G1. От этого сумма элементов группы G3 уменьшится. Новую сумму я обозначу через C2 штриха, поскольку C' используется в другом контексте. В то же время группа G1 приобрела новый элемент, поэтому количество чисел этой группы увеличилось. Уменьшение C и увеличение P при неизменном Q приводит к увеличению числителя дроби D. Тогда как знаменатель дроби, представляющий собой сумму всех чисел, не изменяется. Таким образом, число U увеличивается, к чему мы и стремились. Посмотрим, возможно ли дальнейшее увеличение числа U. Теперь группа G3 состоит из одного элемента C1, который, однако, может оказаться больше единицы. Если при этом единица содержится в какой-то другой группе, Gx, то меняем единицу и C1 местами. C1 переносим из G3 в Gx, а единицу из Gx переносим в G3. При этом сумма элементов группы G3 становится равной единице, что меньше ее прежнего значения, равного C1. Количество чисел в группах сохраняется, поэтому остальные элементы числителя не изменяются, таким образом числитель D увеличивается, тогда как сумма всех чисел, то есть знаменатель, не изменяется. Таким образом, значение U снова увеличивается. Если единица не содержится ни в одной из групп, просто заменяем C1 единицей. И снова значение C становится равным единице, что меньше его прежнего значения, что снова приводит к увеличению числителя дроби.
В этом случае знаменатель уменьшается за счет уменьшения одного из использованных чисел, что, однако, еще больше способствует увеличению u. Итак, группа G3 доведена до совершенства. Она содержит только единицу, следовательно, сумма ее чисел равна единице. Поэтому числитель выражения для u число d можно записать как p плюс 8q минус 9. Теперь будем увеличивать значение u за счет группы G1, состоящей из p элементов. Если p больше единицы, оставляем один, неважно какой элемент в G1, остальные переносим в G2. При этом количество элементов G1 становится равным единице, а количество элементов G2 увеличивается на p-1. Находим новое значение числителя d, оно равно 8p плюс 8q минус 16, и вычитаем из нового значения d старое. Получаем 7 умноженное на p-1, и поскольку p больше единицы, разность d' минус d положительна. Таким образом, значение числителя d увеличивается, тогда как знаменатель той суммы чисел не изменяется. Поэтому значение u увеличивается. Это показывает, что в оптимальном случае группа G1 должна быть одноэлементной, чем завершается доказательство утверждения 1. Мы показали, что для максимального значения u и r группы G1 и G3 должны быть одноэлементными, то есть p равно t равно единице. Таким образом, общее количество чисел n равно q плюс 2. Отсюда q равно n-2. Подставляя значение p и q в равенство для d, получаем d равно 8 умноженное на n-3. При этом значение u равно 8 умноженное на n-3, деленное на s. Итак, оптимальное количество чисел в группах при заданном n определено. Перейдем теперь к самим числам. В полученном выражении для u числитель при заданном n является константой. Поэтому максимальное значение u обеспечивается при минимальном значении знаменателя, то есть суммы всех чисел. Очевидно, сумма n различных натуральных чисел минимальна тогда, когда это первый n натуральных чисел, то есть 1, 2 и так далее до n. При этом единица должна быть в G3, одно из оставшихся чисел в G1, а остальные в G2. В этом случае сумма всех чисел, обозначим ее через s минимальный от n, равна сумме первых n натуральных чисел, то есть n умноженному на n плюс 1, деленному на 2. При этом значение u является наибольшим для заданного n. u максимальное от n это 16 умноженное на n-3, деленное на n умноженное на n плюс 1. Тогда как r максимальное от n это, конечно же, 10 плюс u максимальное от n. Таким образом, приходим к утверждению 2, которое на этот раз является не гипотезой, а установленным фактом. Наибольшее значение u, соответствующее наибольшему значению r, при заданном общем количестве чисел n, равно 16 умноженному на n-3, деленному на n умноженное на n плюс 1, и достигается, когда группы содержат следующее. G1 – некоторое натуральное число промежутка от 2 до n. G2 – все остальные натуральные числа промежутка от 2 до n. G3 – единицу. Предлагаю подумать над тем, что делать дальше. Итак, мы нашли максимум значения u для заданного n. Наша следующая цель – найти максимум u по всем n. Для этого, к своему стыду, я не нашел ничего лучшего, чем применить производную. Отбросим для удобства множитель 16 и рассмотрим функцию f от x, которая равна x минус 3, деленному на x умноженное на x плюс 1. Раскрыв скобки в знаменателе, получаем x минус 3, деленное на x квадрат плюс x. И запишем, что u максимального от n равно 16 умноженному на f от n. Берем производную от f от x как производную дроби. Производную от числителя равна единице, умножаем ее на знаменатель и вычитаем произведение числителя на производную от знаменателя. Знаменатель производной – это квадрат знаменателя функции. Заметим, что при положительных значениях x он никогда не обращается в ноль и, следовательно, положителен.
Раскрываем скобки и приводим подобные члены в числителе. Для нахождения экстремума функции следует приравнять производную к нулю, что в данном случае сводится к уравнению x² минус 6x минус 3 равно нулю, корни которого x1, x2 равны 3 плюс-минус корень квадратный из 12. Поскольку корень квадратный из 12 больше 3, корень уравнения с минусом перед радикалом является отрицательным. Нас же интересует положительный корень уравнения x1 равный 3 плюс корень квадратный из 12. Определим характер экстремума при x равно x1. Для этого заметим, что поскольку знаменатель производной положителен при положительном x, знак производной определяется знаком числителя. Числитель у нас квадратный трехчлен, старший коэффициент которого отрицателен. Таким образом, графиком числителя является парабола с вершиной, находящейся вверху. График показывает, что при положительных значениях x меньше x1 значение числителя, а следовательно производной, положительно, что соответствует возрастанию функции f от x. При значении x больше x1 производная отрицательна, следовательно функция f от x убывает. Это значит, что x1 является максимумом функции. Поскольку функция f от x определена и дифференцируема для всех положительных значений x и других положительных экстремумов у нее нет, при x равном x1 функция f от x достигает наибольшего значения на всей области положительных чисел. Вспомним, что x это на самом деле n, общее количество чисел, поэтому x обязано быть натуральным числом. Следовательно, на самом деле нас интересует максимум f от x для натуральных значений аргумента. Из неравенства корень квадратный из 12 больше 3 и меньше 4 следует x1 больше 6 и меньше 7. Найдем значение функции f на концах интервала. Получаем f от 6 равно 1/14 и не без удивления обнаруживаем, что f от 7 также равно 1/14. Заметим, что поскольку f от x строго возрастает при положительном x меньше 6 и строго убывает при x больше 7, другие натуральные аргументы дают заведомо меньшее значение функции f от x. Таким образом, максимальное значение f от x при натуральных значениях аргумента равно 1/14. При этом значение u в 16 раз больше и равно 1,1. В таком случае максимальное значение r равно 11,1. И, как мы видели, достигается при n равном 6 или n равном 7. Итак, мы нашли ответ на вопрос А усложненной задачи. Максимальное значение полученной суммы чисел к изначальной равно 11,1 и достигается при количестве чисел равном 6 или 7. Отсюда следует, что даже отношение 12 недостижимо, не говоря уж об отношении 16. Вопрос о том, чтобы сделать отношение равным 4, пока остается открытым. Однако сделать отношение большим 4 не составляет труда, коль скоро мы его можем сделать большим 11. Для возможных скептиков приведу пример, подтверждающий сделанные выводы. Берем первый n натуральных чисел, кладем 1 в g3, 4 в g1, остальные в g2. Изначально сумма чисел равна 21, после дописывания цифр сумма становится равной 234. Делим 234 на 21, сокращаем на 3, получаем 78/7 или 11,1. Добавляем 7 в g2, от чего общее количество чисел становится равным 7. Изначально сумма увеличивается на 7 и превращается в 28. Сумма после дописывания увеличивается на 78 и становится равной 312. Что мы получим на этот раз? Сокращаем на 4 и назло всем скептикам снова получаем 78/7. Осталось ответить на вопрос b. Для каждого натурального k, не происходящего r максимально, найти при каких общих количествах чисел отношение r может быть больше или равно k. Заметим, что поскольку каждая из групп не пустая, общее количество чисел не может быть меньше 3. Поэтому наибольшее значение u при заданном n заведомо не отрицательно. Отсюда следует, что наибольшее значение r при заданном n не меньше 10. Это значит, что для любого k меньшего или равного 10 отношение сумм r можно сделать большим или равным k для любого n, начиная с 3.
Таким образом, промежуток от 3 до плюс бесконечности, включая число 3, является ответом на вопрос b задачи для натурального k меньшего или равного 10. Значение k равное 12 и более превышает максимальное значение r, поэтому об этом вопрос не стоит. Таким образом, остается лишь один открытый вопрос. k равно 11. Принимается предложение по этому поводу. Запишем r максимальный от n больше или равно 11, откуда u максимальный от n больше или равно единице. Таким образом, дело сводится к решению неравенства 16 умноженное на x минус 3, деленное на x умноженное на x плюс 1 больше или равно единице для положительных значений x. Итак, для окончательного ответа на вопрос b осталось найти значение n для k равного 11. Как мы видели, такие значения n являются решениями неравенства 16 умноженное на x минус 3, деленное на x умноженное на x плюс 1 больше или равно единице в области натуральных значений x. Заметим, что при положительном x знаменатель заведомо положителен, поэтому обе части неравенства можно без оглядки умножить на знаменатель, а заодно и раскрыть скобки. Теперь переносим все вправо, приводим подобные и записываем неравенство в обратную сторону. Получили квадратное неравенство, решать которое мы умеем. Находим корень квадратного трехчлена и записываем неравенство для x. И снова x это на самом деле n, натуральное число, поэтому логично видеть границы интервала целыми числами. Запишем, что квадратный корень из 33 больше 5, но меньше 6. Откуда находим, что меньший корень квадратного трехчлена находится в интервале от 4 до 5, а больший корень в интервале от 10 до 11. Таким образом, приходим к выводу, что n больше или равно 5, меньше или равно 10. Это позволяет заменить вопросительный знак для k равного 11 промежутком от 5 до 10. Полученный результат иллюстрируется следующей таблицей, указывающей значение r максимального для n от 3 до 11. Заодно она предлагает другой способ нахождения интервала. Вместо решения квадратного неравенства мы могли бы просто найти интервал по таблице. Пример, я думаю, вы сами можете составить без проблем, поэтому сделаю это из чисто формальных соображений. Для n равного 10 он есть в упомянутом видео, здесь я для разнообразия поместил в G2 число 10. Изначальная сумма цифр равна 55. Дописываем цифры, где надо. В первой группе у нас арифметическая прогрессия из 8 чисел, и к этой сумме надо добавить числа второй и третьей групп. Таким образом, новая сумма равна 606. Делим новую сумму на старую, что можно сделать либо с помощью калькулятора, либо по старинке. Получаем 11,155 в точном соответствии с таблицей. И теперь можно сказать: погодите! Чуть было не забыл в своем обещании рассмотреть возможность точных значений r. Давайте тогда в вопросе b заменим слово «не меньше» словом «равным». Таким образом, неравенство r больше равно k заменяется равенством r равно k. Назовем это вопросом v. По-прежнему k не может быть больше r максимального, то есть 11,1. Таким образом, k меньше или равно 11. С другой стороны, полагая k равным единице, получаем s' деленное на s равно единице, то есть полученная сумма должна быть равна сумме изначальной. Что, конечно же, невозможно, поскольку при дописывании цифры число увеличивается, так что сумма чисел также увеличивается. Таким образом, имеет смысл рассматривать только числа k в промежутке от 2 до 11. Мы начнем с самого простого случая. Как вы думаете, какого? k равно 11. Мы видели, что если n находится в промежутке от 5 до 10, максимальное значение r больше или равно 11. При этом значение u больше или равно единице. Если же n меньше 5 или больше 10, значение r максимального меньше 11, так что добиться успеха здесь явно невозможно. С другой стороны, мы покажем, что если n находится в промежутке от 5 до 10 и u максимального от n
больше единицы, группы можно изменить таким образом, чтобы новое значение u стало равным единице. При этом новое значение r станет равным 11, что и требовалось. Вспомним, что при максимальном значении u числитель равен 8 умноженному на n минус 3, а знаменатель – это сумма первых n натуральных чисел, то есть n умноженное на n плюс 1, деленное на 2, которое мы обозначили как s минимальное от n. Таким образом, неравенство u максимального от n больше единицы можно записать как 8 умноженное на n минус 3, деленное на s минимальное, больше единицы, откуда 8 умноженное на n минус 3 больше s минимального. Это означает, что разность d малая, равная 8 умноженному на n минус 3 минус s минимальное, положительна. Известно, что максимальное из используемых чисел равно n и находится в g1 или g2. Увеличим n на величину d малая. При этом совпадений не будет, значение p, q и c большое не изменится, так что числитель дроби для u останется прежним. Однако знаменатель, то есть сумма всех чисел, увеличится на величину d малое и станет равным числителю. В результате чего новое значение u станет равным единице, а новое значение r станет равным 11. Перемещу полученный результат наверх и расчищу место, чтобы показать, как это работает на практике. При n равном 5 d малое равно единице. Это значит, что в оптимальном выборе групп число 5 надо заменить числом на единицу большим, то есть числом 6. Кладем в g1, например, 2. В таком случае в g2 идут числа 3, 4 и 6 вместо 5. А g3, как и подобает, содержит единицу. Общая сумма изначальных чисел равна 16. Дописываем цифры и снова находим общую сумму. Она равна 176, что ровно в 11 раз больше изначальной суммы. Для другой границы промежутка для n равно 10, также получаем d малое равно единице. В этом случае число 10 следует заменить числом 11. Пример дан в упомянутом видео, так что для экономии места и времени я его повторять не буду. Лучше рассмотрим промежуточное значение n. n равное 8. В таком случае d малое равно 4, то есть число 8 следует заменить числом 12. Чтобы было удобнее считать, положим 12 в g1. Тогда в g2 останутся числа от 2 до 7, что дает арифметическую прогрессию. Сумму чисел в g2 находим как сумму членов арифметической прогрессии и прибавляем к ней 12 и 1, содержащиеся в g1 и g3. Находим, что изначальная сумма равна 40. После дописывания цифр у нас в g2 снова арифметическая прогрессия. Полученная сумма равна 440 и опять ровно в 11 раз превышает изначальную. Еще один особый случай. k равно 10. Это значит, что r равно 10 и, следовательно, u равно 0. В свою очередь, u равно 0, когда ее числитель равен 0, тогда как знаменатель значения не имеет, коль скоро он заведомо положителен. Таким образом, достаточно найти p, q и c, при которых числитель обращается в 0, и сформировать группу g3 таким образом, чтобы сумма ее чисел равнялась c. После этого группы g1 и g2 можно заполнить любыми различными натуральными числами количеством p и q соответственно. Единственное, о чем следует позаботиться, это о том, чтобы ни одно из чисел не повторялось. Есть очень простой способ обратить числитель в 0. Просто положим p равно q равно c равно некоторому x. Подставим x вместо p, q и c в формулу для числителя d, мы видим, что d действительно обращается в 0. Необходимо еще, чтобы общее количество чисел было равно заданному n. Поэтому пишем n равно p плюс q плюс t, где я напомню, t – это количество чисел в группе g3. Подставляя x вместо p и q, получаем, что n равно 2x плюс t, откуда x равно n минус t, деленному на 2. Дальше, я думаю, несложно продолжить. Чтобы число x было целым, необходимо, чтобы n и t имели одинаковую четность. Отсюда приходим к следующему выводу.
Если n нечетно, принимаем t равным единице. Таким образом, p равно q равно n-1 деленному на 2, тогда как группа G3 состоит из одного элемента, равного n-1 деленное на 2. И если же n четно, полагаем t равным 2. В таком случае p и q это n-2 деленное на 2. А группа G3 состоит из двух элементов, сумма которых равна n-2 деленным на 2. В качестве элементов группы G3 можно выбрать, например, C1 равным единице, C2 равным n-4 деленным на 2. Проблема возникает тогда, когда n равно 4 или 6. В этом случае сумма чисел группы G3, C большое, оказывается меньшим или равным 2, тогда как сумма чисел двуэлементной группы не может быть меньше 3. Само по себе это не говорит об отсутствии решений, но, к счастью, трех чисел p, q и c, соответствующих n равному 4 и 6, очень мало, и проверив каждую из них, можно убедиться, что решение для n равного 4 или 6 действительно отсутствует. Итак, запишем, что при k равном 10 решение существует для n равного 3, 5 и всех натуральных n, начиная с 7. Давайте освободим место и посмотрим, как это работает на практике. n равно 3. Число нечетное, следовательно, p равно q равно c равно 3 минус 1 деленному на 2, то есть единица. Группа G3 одноэлементная и содержит единицу. Группы G1 и G2 можно класть любые чисто неравные между собой и отличные от единицы. Первое, что приходит на мысль, это 2 и 3. Но можно взять 2021 и 1105, что соответствует сегодняшней дате 11 мая 2021 года. И только G3 обязан содержать единицу. Таким образом, изначально сумма S равна A плюс B плюс единица. Вычисляем сумму после дописывания S' и получаем в точности 10S. Еще одно нечетное число. n равно 9. Находим p равно q равно c равно 4. Теперь группы G1 и G2 четырехэлементные, а группа G3 содержит одно число равное 4. И, разумеется, все числа групп должны отличаться между собой и быть отличными от 4. Наконец рассмотрим случай четного n. n равно 10. Вычисляем p равно q равно c равно 4. Снова группы G1 и G2 четырехэлементные. Однако теперь группа G3 должна состоять из двух различных элементов, сумма которых равна 4. Такая возможность только одна – 1 и 3. Обратимся, наконец, к случаю k больше равно 2, меньше или равно 9. В этом случае значения u, а следовательно числитель d, должны быть отрицательными, чего может добиться с помощью увеличения числа c, сумму чисел группы G3. Таким образом, для заданного n ищем решение в следующем виде. Группа G1 состоит из одного элемента, равного a, значение которого следует подобрать таким образом, чтобы равенство u равное k минус 10 имело место. Группа G2 содержит единицу. Группа G3 содержит оставшиеся n-2 элемента, значение которых подбираем таким образом, чтобы нахождение a не вызывало проблем. Поскольку группы G1 и G2 одноэлементные, p равно q равно единице. Подставляя значение p и q в выражение для d, находим d равно 9 умноженному на 1 минус c, где c, напоминаю, сумма чисел группы G3. Знаменатель дроби для u – это сумма всех чисел, которая в данном случае равна a плюс 1 плюс c. Подставляя значения d и s в выражение для u, получаем равенство. 9 умноженное на 1 минус c, деленное на a плюс 1 плюс c, равно k минус 10. Откуда находим значение a. Заметим, что знаменатель дроби – число отрицательное. Числитель дроби – число неположительное, потому представляется целесообразным умножить числитель и знаменатель на минус единицу. Минус единицу, следующую за дробью, представим как 1 минус 2.
Группируя слагаемые, получаем равенство, в котором c-1 как общий множитель выносим за скобку, а в скобке приводим к общему знаменателю. Окончательно приходим к следующему выражению для а. Перенесем его вверх, а ненужные линии сотрем. Выпишем n-2 последовательных натуральных числа, начиная с 2. 2, 3 и так далее, n-2, n-1. Сумму этих чисел, назовем ее s малое, находим как сумму членов арифметической прогрессии. Приводя подобные в числителе, получаем n плюс 1 умноженное на n-2, деленное на 2. Умножим каждый из выписанных чисел на множитель 2, умноженное на 10 минус k. После чего к последнему числу прибавим единицу. Полученные числа поместим в G3. При этом наименьший элемент G3, C1, это 4 умноженное на 10 минус k, к которому следует прибавить единицу, если это единственный элемент группы. Поэтому я использую знак больше или равно, чтобы охватить оба случая. Поскольку k меньше 10, множитель 10 минус k больше или равен единице. Следовательно, C1 больше или равно 4. Это в частности означает, что группа G2, содержащая единицу, и группа G3 никогда не пересекутся. Легко видеть, что разность двух последовательных элементов группы – это 2 умноженное на 10 минус k. Однако для двух последних элементов эта разность увеличивается на единицу. Поэтому я снова использую знак больше или равно. Снова множитель 10 минус k больше или равен единице, так что разность больше или равна 2. Это значит, что между двумя последовательными элементами G3 обязательно присутствует зазор, пустой промежуток. Факт, который нам еще пригодится. Сумма чисел группы G3, число c, равно произведению прежней суммы s малое на множитель 2 умноженное на 10 минус k. К этой сумме следует прибавить единицу за счет увеличения последнего числа. Подставляя сюда значение s малого, получаем выражение для c, которое следует подставить в формулу для a. Теперь становится понятным, зачем понадобилось прибавлять единицу. В формуле для a присутствует c минус единица, так что после постановки единица в c уходит. Кроме того, 10 минус k в формуле для c сокращается 10 минус k в знаменателе формулы для a. Таким образом, получаем довольно простую формулу для a, где a заведомо целое число. Минимальное значение a приходится на n равное 3 и k равное 2. Таким образом, находим, что a больше или равно 2, так что заведомо положительно и не совпадает с единицей из G2. Однако a может совпасть с числом c и t, элементом группы G3. Подумайте над тем, что делать в этом случае. В случае совпадения a с одним из элементов G3 рассмотрим две возможности. a совпадает с первым элементом группы C1. В этом случае уменьшаем C1 на единицу. И поскольку C1 больше или равно 4, при таком уменьшении C1 по-прежнему останется большим единицы, что позволит избежать совпадения с G2. Чтобы общая сумма чисел группы G3 не изменилась, надо другой элемент, например C2, увеличить на единицу. Здесь весьма кстати оказывается упомянутый зазор между элементами, благодаря чему такое увеличение не приведет к совпадению элементов внутри G3. Правда, если n равно 3, G3 является одноэлементной группой, так что другого элемента просто не окажется. Как поступить в этом случае? Покажем, что если группа G3 является одноэлементной, совпадение C1 с A невозможно. Дело в том, что если C1 является единственным элементом, к его значению прибавляется единица, от чего значение C1 становится нечетным. Что касается A, то при n равном 3 его значение равно 4k минус 6, а это заведомо четное число. На самом деле можно заметить, что a всегда четно, поскольку четности множителей n плюс 1 и n минус 2 различны.
Случай, когда совпадает с элементом g3 отличным от наименьшего, совсем простой. Надо увеличить c и t на 1 и одновременно уменьшить c1 на 1. Как мы уже видели, это не приведет к накладке. Итак, запишем, что при k больше или равно 2, меньше или равно 9, решение существует для любого n, начиная с 3. Тем самым мы полностью ответили на вопрос v. Покажем, что метод для k от 2 до 8 действительно работает. Пусть k равно 2 и n равно 3. В этом случае группа G3 является одноэлементной, так что к C1 следует прибавить единицу. Получаем 33. Вычисляем число a, которое оказывается равным 2. Теперь можно записать, что G1 содержит 2, G2 содержит единицу и G3 содержит 33. Сумма изначальная равна 36. Дописываем цифры и вычисляем новую сумму. Получаем 72, что в 2 раза больше изначальной суммы. Увеличим n до 4. Вместо того, чтобы вычислять заново, можно просто представить 33 в виде суммы двух еще не использованных чисел, например, 3 и 30, и составить из них новую двуэлементную группу. И все же посмотрим, что мы получим с помощью метода. Теперь единица прибавляется не к c1, а к c2. Значение a равно 8. Теперь в качестве изначальной суммы получаем 90. Еще раз дописываем цифры, и снова полученная сумма в 2 раза больше изначальной. Проверим для другого крайнего значения k равно 9. Как видите, здесь также все в порядке. Наконец, для k равного 4, упомянутого в вопросе А, исходной задачи. Как видим, ответ на вопрос А утвердительный. Справедливости ради замечу, что в качестве расплаты за свою универсальность указанный метод дает зачастую гораздо более крупные числа, чем требуется на самом деле. Предлагаемая таблица, если, конечно, я не ошибся, дает решение из 3 или 4 чисел для значения k от 2 до 9, в которых изначальная сумма принимает наименьшее возможное значение. При этом, если при n равном 3 нахождение решения как-то удается формализовать, то при n равном 4 полностью избежать перебоя не удается. И здесь, по-видимому, можно сказать «нет, еще не все». Тем, кому это видео не надоело окончательно, предлагаю рассмотреть другую вариацию вопроса b, вопрос g. На этот раз мы сохраняем неравенство для r, однако позволяем k принимать любые положительные значения, включая дробные числа. Вспомним, что если k не превосходит 10, неравенство r больше или равно k достижимо для любого количества чисел, начиная с 3. И очевидно, возможность дробного k здесь ничего не меняет. Осталось рассмотреть значение k больше 10 и не превосходящее r максимальное, то есть 11,1. В этом случае следует решить неравенство r максимального от n больше или равно k, что равносильно неравенству u максимального от n больше или равно k минус 10. Таким образом, переходим к неравенству 16 умноженное на x минус 3 деленное на x умноженное на x плюс единица больше или равно k минус 10, где x больше нуля, k параметр, находящийся в интервале от 10 до 11,1. И снова знаменатель заведомо положителен при положительном x. Умножаем на знаменатель и раскрываем скобки. Еще раз раскрываем скобки, переносим вправо, приводим подобные и записываем в обратном порядке. И получаем квадратное неравенство относительно x. Находим дискриминант трех членов, и надо убедиться, что он не отрицателен при интересующих нас значениях k. Дабы не обременять себя решением еще одного квадратного неравенства, поступим следующим образом. Заменим k на x и рассмотрим функцию d от x, соответствующую дискриминанту. Абсцисса вершины параболы находится по формуле минус b, деленное на 2a. Применительно к d от x это дает 244, деленное на 2, или 122.
Так как старший коэффициент выражений для d от x положителен, вершина параболы находится внизу. Таким образом, функция d от x убывает при x меньшем 122. Вычисляем значение d от r максимального и получаем положительное число. Учитывая убывание функции d от x, это доказывает положительность дискриминанта для x не превосходящих r максимальное, куда в частности входит весь промежуток для k. Находим корень трехчлена, находящегося в левой части неравенства для u максимального, откуда получаем неравенство для x. Заметим, что если k больше 10 и меньше r максимального, числа k минус 10 и 26 минус k положительны. Это значит, что больше корень трехчлена положительное число. Меньший корень трехчлена также положителен, поскольку по теореме Виета произведение корней равно 48, деленному на k минус 10, а эта величина положительна. Кроме того, поскольку при n равном 3 значение r равно 10 и меньше k, меньший корень трехчлена обязан быть больше 3. Так как нас интересует целочисленное решение неравенства, полученный интервал для x следует сузить до целочисленной границы. Таким образом, получаем следующий промежуток для n. Здесь верхние квадратные скобки – это так называемый потолок числа, наименьшее целое число, не меньшее данного. Нижние квадратные скобки – это целая часть числа, также называемая пол, наибольшее целое число, не превосходящее данное. Оба эти обозначения, а также термины flow и seal были введены канадским компьютерным специалистом Кеннетом Айверсоном. Появились они в 1962 году в книге об языке APL, которую он разработал в фирме IBM за довольно внушительную зарплату. Об этом языке сейчас мало кто помнит, да и в самой IBM он не особенно прижился. Однако функции обозначений, введенные Айверсоном, до сих пор живут и здравствуют, причем не только в программировании, но и в теоретической математике. Сколько ни пытаюсь умерить свою болтливость, никак не удается. Здесь рассчитывал максимум на 25 минут, но потом вошел во вкус, так что даже не могу предвидеть, во сколько минут это обойдется. Теперь, когда энтузиазм несколько спал, задаюсь вопросом, а была действительно необходимость все так усложнять? Наверное, нет. Вряд ли задача заслуживает того, чтобы воспринимать ее всерьез. И желая положить конец этому словоблудию, твердо скажу «все».